Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую простых зрителей, подписчикам же крепко жму руку. А в этом видео я хочу с вами поговорить на тему 5 частых заблуждений про электросамокаты. Что ж, и сразу после заставки канала погнали! В последнее время мне все чаще приходится участвовать в разговорах на тему электротранспорта как активного пользователя одного из их видов электросамоката от компании Xiaomi. В разговорах я регулярно сталкиваюсь с различными заблуждениями, в которые многие верят. В любом случае интерес к этой теме очень большой, особенно среди автолюбителей. При поездках по городу я часто встречаю странный такой взгляд на себя со стороны таксистов, когда я еду на электросамокате. По-моему, они на полном серьезе начинают видеть во мне конкурента. Понимая, что я, имея электросамокат, уже точно не воспользуюсь их услугами. Ну а, собственно говоря, тему этого видео про 5 частых заблуждений я хочу начать с совсем короткого отчета по текущему состоянию моего самоката. На данный момент, а это 1.06.19, у меня пробег 650 километров. Пока что отсутствие полное проколов, то есть ни разу я еще не проколол колеса. Поломки, нет, то же самое, ничего не слышал об этом. Изредка подтягиваю винты крепления руля, и на этом все. Это самокат от Xiaomi, они все сделали в нем правильно. Кстати, вскрылся очень интересный финт сообщества пользователей электросамокатов. Электросамокатчики приветствуют друг друга при встречах двойным звонком. Ну а теперь к топу. На 5-м месте у нас заблуждение, что электросамокат это вещь хорошая, но 60 тысяч за электросамокаты это явно много. А равно как существует еще и убеждение, что электросамокат стоит всего 10 тысяч. И оба этих утверждения являются одновременно и ложью, и отчасти правдой. Есть дорогие и скоростные самокаты за 60 и более тысяч, но они явно проигрывают более популярным моделям по соотношению цена-качество. Совсем дешевые самокаты обычно базируются на скелете традиционного неэлектрического самоката, а значит быстро разбалтываются, требуют частого ухода и ремонта. Цена нормального электросамоката не должна быть ниже 15 тысяч рублей, а большинство хитов стоят в районе 20 тысяч. Если же самокат стоит 8-10 тысяч рублей, то это очень странно, так как только один нормальный аккумулятор уже должен стоить эти деньги. Остается понять, на чем же сэкономили, на аккумуляторе или на всем остальном. На 4-м месте у нас убеждение, что неаккуратная езда на электросамокате представляет серьезную опасность. А вот это заблуждение неправильно лишь отчасти. Скорость в 25 км в час и тормозной путь в 4 метра – этого вполне достаточно, чтобы сбить пешехода, врезаться в едущего навстречу велосипедиста или попасть под машину, выезжающую из-за угла при недостаточном обзоре. Но все-таки давайте обратимся лично к моей статистике. Я проехал уже 650 километров без серьезных ДТП. У меня была всего лишь одна попытка попасть мне под колеса у школьника. В итоге я летел в одну сторону, самокат летел в другую, а школьник был где-то посередине. Оба без серьезных травм, лишь немного поцарапался самокат. Также у меня был случай с велосипедистом на повороте. Мы с ним еле-еле разошлись, потому что ехали навстречу друг другу. Опять-таки была недостаточная видимость. Иногда неожиданные помехи движению создают прохожие, резко меняющие направление движения. Но вроде пока всегда удачно уворачиваюсь. Будем наблюдать. Есть, кстати, самокаты действительно разгоняющиеся и до 60 км в час. И вот это уже легкомысленно. Вот про такие самокаты лично я жду в новостях первое сообщение о ДТП с участием сразу 2 электросамокатов. Будет примерно так же любопытно, как и авария с Теслой на автопилоте. 3-е заблуждение о том, что камеры часто лопаются, а большое количество бордюров и плитки делают езду на самокате по Москве адом. У самоката от Xiaomi широкие накачиваемые шины. Это и хорошая амортизация, и ключ к комфортной езде даже по собянинской плитке. Лично я проехал уже 650 километров без единого прокола. Мне даже интересно уже переобуться самому. Хотелось бы, наверное, снять об этом видео, но вот пока никак не получается. На 2-м месте заблуждение о том, что электросамокат вовсе не требует обслуживания, а также специального хранения.
Конечно же, небольшого обслуживания самокат требует, более того, он требует небольшого дооснащения, доработки. Об этом я собираюсь снимать в дальнейшем видео, и ссылочки на эти видео обязательно размещу под этим видео. Если интересно, спрашивайте в комментариях. Также в одном из предыдущих видео я задавал вопрос подписчикам о том, как правильно, по вашему мнению, долговременно хранить электросамокат. Так вот, чтобы ответить на этот вопрос, смотрим типичную инструкцию на электросамокат. Самокат требуется хранить при температуре не выше плюс 50 градусов Цельсия и не ниже минус 20 градусов Цельсия. Хранить на балконе надо с особой осторожностью, летом он будет перегреваться при попадании прямых солнечных лучей, а зимой замерзнет. Больше подойдет кладовка или отапливаемый гараж. Еще в помещении не должна быть высокая влажность. Если все-таки приходится держать электросамокат в холодном помещении при минусовой температуре, его нужно регулярно ставить на зарядку, как минимум один раз в месяц. Кстати, для этого неплохо подойдет умная зарядка от Xiaomi, которую можно настроить именно на необходимый период зарядки. В случае же долговременного хранения электросамоката в теплом помещении требуется его регулярная зарядка один раз в 2 месяца. Вот примерно так выглядит ответ на вопрос о правильном хранении электросамоката. И на первом месте в списке заблуждений это то, что самокаты взрываются. На это мне хочется ответить, что правильно сделанные электросамокаты полностью защищены от взрывов. Нормальный производитель никогда не будет экономить на технологии производства и защиты батареи электросамоката. Это не то место, на котором нужно экономить. И Xiaomi не была бы Xiaomi, если бы в этом случае не сделала все правильно и безопасно. Приведу ответ сервисного инженера конкретно по электросамокату Xiaomi. После окончания зарядки самокат может находиться сколь угодно долго с подключенным к нему зарядным устройством, так как в самокате установлена полноценная БМС, менеджер балансировки и контроля за состоянием батареи. Кроме того, основные силовые цепи полностью развязаны от зарядных цепей, а силовые цепи по контроллеру самоката защищены плавким предохранителем и мощным силовым полевым транзистором. Иными словами, можно самокат оставлять на зарядке сколько угодно, без страхов и каких-либо негативных последствий. Однако, конечно, нужно понимать, что если вы, например, повредите батарею, то есть, например, самокат упадет с какой-то большой высоты, если вы сильно ударитесь, например, о бордюр, если произойдет попадание влаги в аккумуляторный отсек или какие-либо другие чрезвычайные происшествия с аккумуляторным блоком, конечно же, проблемы могут возникнуть. Но в случае с Xiaomi в любом случае вы защищены максимально надежно. В интернетах даже ходит видео о возгорании одного из электросамокатов. Давайте с вами посмотрим этот фрагмент. Ну что ж, а в конце видео еще небольшое лирическое отступление, более подробный рассказ об электросамокате. Его я ориентирую на раздумывающих о том, покупать или не покупать электросамокат. Так вот, Xiaocat, как владельцы любовно называют электросамокат Xiaomi Mijia M365, окончательно сделал самокат самокатом. Теперь он действительно катится сам. Больше не требуется отталкиваться ногой, а с круиз-контролем не нужно даже жать кнопку газа. И это очень удобный городской транспорт. При этом по правилам дорожного движения вы по-прежнему остаетесь всего лишь пешеходом, даже не велосипедистом, хотя вполне можете их обгонять. То есть вы перемещаетесь исключительно по пешеходным тротуарам. Отсюда, если задуматься, вытекает целый ряд плюсов, но светофоры также придется ждать. Вес электросамоката составляет около 12 кг, а запас хода примерно в 25 км, и это уже вполне серьезно. Время зарядки с 0 до 100% около 4 часов. При достаточно активном использовании электросамоката в течение месяца на его зарядку электроэнергии вы потратите порядка 15 рублей, что на самом деле составляет сущие копейки. Цена одной лишь поездки на общественном транспорте в Москве обойдется вам от 20 до 30 рублей. Лично я летом езжу на работу, а это около 15 километров, исключительно на Xiaocat. Классные ощущения, раздражают только участки с жутким асфальтом.
Да, в Москве таких тоже достаточно. Кстати, привет Сергею Семеновичу. При всем при этом могу сказать, что машина у меня тоже есть, но по Москве летом электросамокат плюс иногда метро в итоге получается быстрее, удобнее и приятнее. Сунул ноутбук в рюкзак, рюкзак за спину и вперед рассекать по городским улицам. Средняя скорость движения по городу от 10 до 20 км в час. Попалось по пути что-то интересное, за секунды останавливаешься, ставишь самокат на подножку, делаешь нужные фотографии или снимаешь видео и уже через мгновение едешь дальше. При этом легкий проход в метро, торговые центры, всегда можно сложить электросамокат или припарковаться в абсолютно любом месте. В основном при езде по Москве почти везде можно перескочить через бордюрчик, не останавливаясь, а с широкими накачиваемыми шинами езда, в том числе даже и по Собянинской плитке, наконец-то перестала быть проблемой. Вот такие мои личные впечатления. Если у вас остались какие-либо вопросы после просмотра видео, смело их задавайте в комментариях, я всегда стараюсь на них отвечать. В остальном же мне осталось вас только поблагодарить за просмотр моего видео до конца. В конце у меня, как всегда, только формальности. Спонсорами этого видео являются международные интернет-площадки AliExpress, Tmall и Gearbest. Список лучших товаров с этих площадок по моей версии, как всегда, в описании к видео. А также тариф от Теле2 «Мой безлимит». Лучший тариф с безлимитным интернетом и включенными минутами на данный момент по Москве и Московской области. Ссылка на подключение также в описании. Все, друзья, всем успехов, удачи, пока.